Она спасла странного, почти лысого котенка от гибели, но даже не подозревала, кого на самом деле принесла в свой дом. История произошла с девушкой по имени Алена. Это был самый обычный вечер, за окном медленно темнело, в квартире было тихо и спокойно. Ничто не предвещало событий, которые вскоре полностью изменят ее жизнь. Вдруг раздался звонок в дверь. Алена удивилась, она никого не ждала. Открыв дверь, она сначала никого не увидела, но затем опустила взгляд и заметила на пороге небольшую картонную коробку. Внутри что-то едва шевелилось. Когда она наклонилась и осторожно открыла коробку, у нее перехватило дыхание. Там лежало крошечное существо, новорожденный котенок, которому было всего несколько дней. Он был почти полностью лысый, с непропорционально большими ушами, выпуклыми глазами и тонкой, почти прозрачной кожей. Он едва двигался и тихо попискивал, словно звал на помощь. Алена застыла в шоке. Было очевидно, что кто-то просто избавился от него, подбросив на чужой порог, переложив ответственность за его жизнь на незнакомых людей. Возможно, прежние хозяева не захотели возиться с таким слабым и необычным котенком, а может, просто не захотели ждать, выживет ли он. Домочадцы отреагировали неоднозначно. Многие даже не захотели подходить ближе, уж слишком странным и, откровенно говоря, пугающим выглядел малыш. Его внешний вид вызывал скорее тревогу, чем умиление. Но Алена не могла просто закрыть дверь и оставить его умирать. Она аккуратно взяла коробку и занесла котенка в дом. С этого момента началась настоящая борьба за его жизнь. Алена кормила его из пипетки и шприца, вставала по ночам, чтобы согреть и проверить, дышит ли он. Она укутывала его в мягкую ткань, следила за температурой, искала информацию, консультировалась с ветеринарами. Каждый день был испытанием, и не было никакой гарантии, что малыш выживет. Но он выжил. Постепенно котенок начал крепнуть. Его движения стали увереннее, взгляд более осознанным. Со временем он подрос, и его внешний вид стал меняться. Он уже не казался таким пугающим, как в первые дни. Наоборот, в нем начала проявляться своя, особенная красота. Сначала семья думала, что им подбросили сфинкса. Однако позже стало ясно, это другая порода. Чтобы убедиться, Алена отвезла питомца в ветеринарную клинику. Там специалист подтвердил, перед ними питерболт, редкая бесшерстная порода кошек, известная своим добрым и ласковым характером. Это было неожиданно, такие коты стоят немало, и оставалось загадкой, почему прежние владельцы решили избавиться от него таким жестоким способом, вместо того, чтобы хотя бы попытаться найти ему дом. Но ответа на этот вопрос так никто и не узнал. Время шло, и маленький слабый котенок превратился в настоящего красавца. У него была теплая бархатистая кожа, выразительные зеленые глаза и удивительно мягкий, дружелюбный характер. Он тянулся к людям, любил ласку и всегда находился рядом, словно чувствовал, кому обязан своей жизнью. И было еще кое-что важное. У него не было шерсти, а значит и аллергии. Раньше семья не могла позволить себе питомца, потому что у мамы была сильная реакция на кошачью шерсть. Но теперь это стало возможным. Алена часто вспоминала тот вечер и понимала, это не было случайностью. Кто-то выбросил слабого, никому не нужного котенка, а для нее это оказалось настоящим подарком судьбы. Маленькое беззащитное существо, которое когда-то казалось обреченным, стало частью их семьи и принесло в дом тепло, радость и любовь. И, возможно, именно такие истории напоминают. Иногда за самым странным и неприметным началом скрывается настоящее чудо.